Друзья мои, всем здравствуйте! Меня зовут Анна, и я рада приветствовать вас у себя в гостях. Сегодня я к вам вот с такой интересной моделькой, как я ее назвала, 2 в 1. То есть эту модельку можно носить и как отдельную футболочку на тело, и также можно носить как и жилетку, да, на рубашку. Такая вот интересная модель. Как вы знаете, у нас в этом сезоне очень актуальны такие ажурные узоры. И вот я решила закончить такой небольшой летний сезон вот изделием также с ажурными узорами. По узору у меня есть отдельное видео, как вяжется этот узор. То есть здесь я с вами его не вяжу вместе с вами. Оставлю схему вам в описании под видео, и также оставлю ссылочку на видео по вязанию данного узора. Узор не сложен, но хочу сказать, что есть несколько рядов, где очень много накидов и провязывания петель с наклоном влево и с наклоном вправо. Вот здесь надо быть очень внимательным. Так, по футболочке. Футболка связана на размер 46, это М. По ширине у меня вот здесь 50 сантиметров. От проймы до низа изделия вместе с резиночкой у меня вышло 38 сантиметров, почти 40 сантиметров. Смотрите, девчата, кто хочет шире, то есть такой оверсайз связать для себя, конечно же, можно еще дополнить еще одним раппортом узора. И также по длине также связать еще один в высоту раппорт узора. Здесь уже смотрите, кому как будет моделька более подходить, более интересно. У меня, так как я не ношу сильно длинные широкие изделия, поэтому в среднем я где-то максимум вяжу по ширине 50 сантиметров и по длине до 40 сантиметров. Так, вязала я основное полотно спицами номер 4. И обвязку по пройме, то есть рукавчики и низ изделия, я вязала спицами номер 3,5. По пряже я вязала из 2 видов пряжи. Это стопроцентная шерсть в обоих случаях. Да, только артикулы пряжи разные. Вот здесь у меня цвет такой, пыль называется. А вот этот цвет, девочки, даже и не знаю, как он называется. Пряжу покупала очень давно, года 3 или 4 назад, когда еще вот только-только начинала вязать из такой очень-очень хорошей пряжи. Да? Обычно мы вязали раньше из турецкого Ализе или Нака, или Ярн Арн и так далее. Так, вот скомпоновала я 2 нити. В первом случае у меня здесь 500 метров в 100 граммах. И во втором случае это бобинная пряжа. Моточки намотаны в 2 нити. И 100 грамм 1600 метров. Все очень получилось шикарно. Полотно такое очень мягкое. Прям вот мягкое и нежное. Прям тоненькое получилось, да? Самое интересное, что дальше вы посмотрите, когда... начинала я вязать и вязала, не очень красиво оно в принципе выглядело, но после влажной тепловой обработки, посмотрите, все разгладилось. Вот такая вот у меня пряжа, мягенькая и шикарная. Итак, кто желает связать такую модельку для себя, либо футболочка,
либо жилетка. Кстати, можно связать еще и пуловер, то есть не обвязывать рукава, а связать полноценный рукав. Можно полноценный рукав связать также узором, как основное полотно, а можно просто по центру пустить один узорчик. Дело в том, что у меня не много пряжи, поэтому как бы мне не хватило бы на 2 рукава, поэтому я решила остановиться вот на таком варианте. Все, девочки, кому интересно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, включайте уведомления и пошлите вязать. Так, девочки, немного моих расчетов, как я рассчитывала петли. Плотность моего вязания 22 петли на 2,7 ряда. То есть 2,2 петли на 2,7 ряда в квадрате 1 на 1 сантиметр. Обхват груди у меня 96 сантиметров. Я ориентируюсь на обхват груди, так как у меня обхват груди, обхват бедер одинаковый. Плюс 4 сантиметра на свободу облегания. Итого 100 сантиметров. Перевожу в петли 2,2 петли. Итого 220 петель. То есть мой ориентир 220 петель. Далее. Раппорт узора составляет 19 петель. Здесь я поступаю следующим образом. Я не делю 220 петель на 19, чтобы узнать, сколько у меня войдет раппортов. Я для себя определяю. Я хочу, чтобы у меня по переду и по спинке было по 5 раппортов. То есть центральный раппорт у меня был как раз пошел на вырез горловины. Итак, центральный раппорт и по бокам справа и слева у меня еще по 2 раппорта. Это вот у меня, допустим, перед. То же самое у меня будет и по спинке. 5 раппортов. Так, вот здесь вот граница. Здесь у меня маркер начала ряда. 220 петель. Раппорт 19 петель. У меня 5 раппортов. Умножаю на 5. Сколько же это будет петель? Это у нас 95 петель. То есть по переду у меня 95. Умножаю на 2, так как по спинке также 95. Итого получается 190 петель. 220 и 190. У нас остается 30 петель, да? 220 минус 190 остается 30 петель. То есть мне не хватает 30 петель. Я поступила следующим образом. Я добавила между раппортами по 3 лицевых петли. И также в начале и в конце переда, и также в начале и в конце по спинке. Итого у меня получается между раппортами по 3 петли, а на границе между передом и спинкой 6 петель. И также будет на границе между спинкой и передом также 6 петель. Все. Теперь считаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 умножить на 3 петли. Это 18 петель по переду. И также 18 петель по спинке. Итого 36 петель. У меня раппорт узора, количество петель всех раппортов 190 петель. И в общей сложности получается 226 петель. То есть у меня было 220, вышло 226. Я не стала убирать эти 6 петель, а добавила в общее количество. Итого мое количество для набора петель 226. Набираю 226 петель на спице номер 3,5. Плюс еще одна петля для замыкания в круг. Замкнула в круг петли и провязываю резиночку 1 на 1. В резиночке у меня лицевая петля скрещенная и изнаночная обычная. Итак, вяжу 14 рядов. Отвязала 14 рядов, перехожу на спицы номер 4
И провязываю просто 4 ряда лицевой глади. А затем перехожу к вывязыванию вот этих ажурных узоров. Так, девочки, смотрите, для себя можно каждый раппорт узора выделить маркером, да, отделить маркером для удобства. Итак, вот в начале у меня от начала маркера начала ряда идет 3 дополнительных петли. Затем 19 петель раппорта узора и еще 3 лицевых петли. Вешаю маркер. Дальше второй раппорт узора, 19 петель раппорта узора плюс 3 петли, маркер. Следующий также и так до конца. Красным маркером я выделила центр, то есть поделила петли на 2 равные части. Это у меня передняя сторона и спинка. То есть вот у меня серединка. И после этого красного маркера я опять начинаю вязать 3 петли дополнительно лицевых, дальше 19 петель узора и 3 дополнительных, маркер. Следующий раппорт по спинке, 19 петель узора, 3 лицевых петли, маркер. И так до конца. Обязательно не забываем, что в начале каждой половинки, то есть в начале, допустим, у меня идет передняя часть, 3 петли в начале, и по спинке также 3 лицевых петли дополнительно в начале. Так, все. Дальше вяжем высоту до пройм нашего изделия. У меня это вышло 3 полных раппорта. Теперь я перехожу к формированию пройм. То есть 2 половинки я буду сейчас вязать отдельно. И начинаю с передней части. Буду вязать 12 рядов по схеме узора поворотными рядами. Вот первый узор пошли, первый ряд от маркера начала ряда довязываем до середины, до красного маркера, разворачиваемся и вяжем в обратную сторону. То есть по очереди будем вязать с вами сейчас обе половинки. Начинаю я с передней части, то есть передней полочки или спереда. Все, дальше провязываем, как я уже сказала, только переднюю часть, полных 12 рядов раппорта. И далее будем с вами формировать вырез горловины. Так, девочки, для удобства, чтобы вам было удобно работать, петли спинки можно скинуть на дополнительные спицы, вот как у меня, либо на вспомогательную нить. И свободно уже работать с передней частью. Так, провязала, вернее, я вот 12 рядов. Все. Теперь поступаем следующим образом. Выделяем центральную петлю. То есть у меня по переду 5 раппортов. 2 раппорта отсчитали, 3 раппорт. Берете маркер какого-то другого цвета и выделяете центральную петлю. Вот я выделила центральную петельку. Вот она. У нас в раппорте нечетное количество петель. Теперь, что мы будем с этой делать петлей? Мы не будем ее закрывать по центру и формировать вырез горловины. Мы из этой петли вывяжем 2 петли. То есть сейчас мы будем с вами провязывать по лицевой стороне до петли и провяжем дополнительную петельку. А эта петля у нас уйдет на вторую половинку. То есть 2 петли, одна пойдет на правую часть, другая пойдет на левую часть. Вяжем по лицевой стороне 13 ряд. Не забываем, что у нас 3 дополнительных петли от начала вязания. Первая петля это будет кромочная и еще 2 петли лицевых. Далее вяжем 13 ряд по схеме узора. Все как положено. 2 вместе с наклоном вправо, лицевая, накид, 2 вместе с наклоном вправо, лицевая, накид,
7 лицевых. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Накид, лицевая, 2 вместе с наклоном влево. Накид, лицевая, 2 вместе с наклоном влево и 3 лицевых. Это петли между раппортами. Все, первый раппорт узора у нас готов. Вяжем также второй раппорт узора и встречаемся на третьем. Итак, третий раппорт узора. Провязываем первые 2 петли вместе с наклоном вправо, лицевая, накид, 2 петли вместе с наклоном вправо, петельки я разворачиваю, чтобы они были повернуты ко мне правой стеночкой, лицевая, накид. Вот смотрите, у нас остается с вами 3 петли. Первые 2 петли мы провязываем вместе с наклоном влево. Это у нас будет первая убавка. Затем лицевая петля. И вот из этой петли, вот она у нас центральная петля, из петли на ряд ниже мы вывязываем еще одну петельку. Все. То есть у нас вот убавка идет и будет еще 2 петли. Теперь разворачиваю вязание на изнаночную сторону. И первые 2 петли я просто снимаю. Снимаем первые 2 петли, остальные все петли до конца ряда вяжем изнаночными петлями. Развернулись на лицевую сторону. Это у нас пошел уже 15-й ряд узора. Так, провязываем первый раппорт по схеме, второй раппорт по схеме и третий раппорт, девочки. Смотрите, вот мы сделали с вами дополнительную, вот она, петелька, вот дополнительная петля от основной мы провязали. И не довяжем раппорт как положено здесь по схеме узора, не довязывая 1, 2, 3, 4 петли. То есть вот вяжем до этого провязанного накида. Так, дошли до третьего раппорта. Провяжу я еще раз его вместе с вами. Так, первые 2 петли провязываем вместе с наклоном вправо, накид. Следующие 2 петли провязываем вместе с наклоном вправо, лицевая петля, накид. Все, закончили. Здесь у нас, смотрите, мы провязали 2 раза по 2 петли и сделали 2 накида. Здесь, смотрите, будьте внимательны, чтобы не провязать, допустим, лишние накиды. Иначе у нас с вами не будет уменьшаться количество петель. Так, вот у меня осталось вот эту последнюю самую петельку, я не считаю. Вот у меня осталось 4 петли. 1, 2, 3, 4. Первые 2 петли я провязываю вместе с наклоном влево. И 2 петли провязываю лицевыми. Все. Вот эта петелька у нас уйдет в ту сторону, на другую половинку. Разворачиваю вязание. Это у меня уже 16-й ряд. И первые 2 петли я просто снимаю. Остальные все петельки вяжу изнаночными. Так, девочки, 17 ряд провязала первые 2 раппорта и дошла до 3-го раппорта. Вяжем по схеме, да, начало узора. Лицевая, накид, 2 петли вместе с наклоном вправо, разворачиваю и провязываю. Далее провязываем лицевую петлю. Все, вот мы с вами сделали 1 убавка и 1 накид. И не довязываем 1, 2, 3, 4 петли. Первые 2 петельки провязываем вместе
с наклоном влево и следующие 2 петли просто лицевыми. Все, провязали. Вот видите, у нас уже пошел скос, да, горловины. Все, разворачиваю на изнаночную сторону. Первые 2 петли снимаю, остальные все провязываю изнаночными петлями. Так, девочки, со следующего, с 19 ряда по 3 раппорту мы провязываем все петли лицевые. То есть все, мы с вами закончили здесь вывязывание узора. И теперь мы будем только формировать скос. Итак, после маркера, который отделяет у нас раппорты, мы провязываем петли лицевыми, не довязывая 4 петли. 1, 2, 3, 4. То есть у нас получается всего 3 лицевых. Вот 3 лицевых, потом будет 2 лицевых и так далее. То есть у нас сейчас будет с вами формироваться вот такой вот вырез горловины. Все, дальше вяжем, и я уже скажу, сколько я сделала убавочек. Так, в принципе, по моим подсчетам, где-то убавок 9 я должна сделать, 9 или 11. Ну вот где-то плюс-минус. Так, девочки, вот я сделала убавочки. У меня получилось 10 убавок. Если смотреть вот с самого начала. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все, закончила я делать убавки. И высоту еще отвязала целый раппорт. Остановилась я на 31 ряду. Вот отвязала 31 ряд. И у меня остался последний 32 ряд. Значит, что я сейчас делаю? Я, посмотрите, повесила маркеры. Я хочу сделать небольшой скос плеча. 9 петель маркер, 9 петель маркер, 9 петель маркер. Все, я думаю, что будет достаточно. Итак, сейчас перехожу на 32 ряд по изнаночной стороне. И начинаю вязать изнаночными петлями до последнего маркера. То есть не довязываю 9 петель. Так, не довязала 9 петель. Маркер убираю. Разворачиваю вязание на лицевую сторону. Делаю накид и вяжу дальше. Здесь я уже вяжу просто лицевыми петлями до конца ряда. Кромочно вот эти 2 петли, которые у нас образуют кромку, вот такую красивую кромочку, не забываем, в лицевом ряду вяжем лицевыми, в изнаночном мы их просто снимаем. Итак, вяжем до конца лицевыми петлями, затем по изнаночной стороне разворачиваемся, по изнаночной стороне вяжем петли до 2 маркера, да, то есть не довязывая еще 9 петель. Вот 9 петель мы уже не довязали, и еще одну группу. Разворачиваемся, провязываем лицевой, затем изнаночный ряд и не довязываем еще 9 петель. Все, разворачиваемся, вяжем лицевой ряд, и далее по изнаночной стороне мы с вами провяжем все петельки и уберем эти накиды, спрячем. Последний изнаночный ряд. Первые 2 петли мы снимаем, так как это у нас край горловины. Далее вяжем изнаночными петлями до точки разворота. Дошли, девочки, до точки разворота. Смотрите, вот у меня петля. Это накид, разворотный накид был. Вот когда я разворачивала, сделала накид. И следующая петля. Что мы делаем? Мы разворачиваем эти петли левой стенкой к себе. Раз петля и накид. Также развернули вот левой стеночкой к себе. И теперь сзади, снизу мы должны их провязать. Сзади подхватываю одну петлю, вторую,
подхватываю ниточку и провязываю. Все, на лицевой стороне они у нас не будут перекрещены. Следуем дальше. Изнаночные петли вяжем до следующей точки разворота. Итак, вот у меня последняя петля, накид и следующая петля. Накид разворачиваю, петлю разворачиваю, переснимаю на правую спицу и снизу, сзади, так вот так я провяжу, мне так удобнее здесь будет, я их провязываю. Все, на лицевой стороне они у нас не перекрещены. И последняя, доходим до последней, 9 у меня, вот здесь уже значит 8 будет. Одну мы провязали с накидом. Так, вот она последняя изнаночная. И вот у меня накид и петля. Я разворачиваю накид, разворачиваю петлю, возвращаю на спицу и снизу, сзади их петлю вместе с накидом провязываю. Все, девочки, провязали. И дальше довязываем до конца ряда. Все, девочки, провязали. Вот такой прям, ну, очень маленький, на 6 рядочков получился скос плеча. Так, теперь смотрите, я петли оставляю открытыми. Здесь смотрите, как вам будет удобно. Если вы хотите их сшивать, либо с помощью крючка соединить петельки переда и петельки спинки, да, по плечу, то тогда оставляем петли открытыми. Если вы будете закрывать петли, то закрывайте, да, любым удобным для вас способом. Я оставляю открытыми, потому что я хочу соединить методом петля в петлю. Все, теперь смотрите, я оставляю, так как я буду соединять методом петля в петлю, вот здесь оставляю ниточку. Раз, 2, 3, 4. Ну, где-то вот так вот. На 4 длины, я думаю, хватит моего плеча. Все, обрезаю нить, оставляю, переснимаю петельки на булавку и перехожу к следующей, вывязыванию следующей половинки. Так, девочки, присоединяем нить, оставляем кончик, чтобы нам потом его заправить, и вяжем первые 2 петли лицевые, следующие 2 петли провязываем вместе с наклоном вправо. Я их разворачиваю, провязываю вместе с наклоном вправо. Все, дальше вяжем по схеме узора. Так, здесь нужно быть немножко аккуратным. Следим за схемой узора. Так, девочки, это у нас с вами 13 ряд. Итак, провязали 2 петли лицевых, 2 петли вместе с наклоном вправо. Делаем накид, обязательно накид, лицевая, 2 петли вместе с наклоном влево, накид, лицевая, 2 петли вместе с наклоном влево. Все, и 3 лицевых. Раз, 2, 3. И дальше вяжем с вами следующие 2 раппорта по схеме узора. 13 ряд. Так, девочки, провязали 13 ряд до конца. 14 ряд идем по изнаночной стороне, и последние вот эти 2 петли мы снимаем, не провязывая. По лицевой стороне мы их провязываем лицевыми, по изнаночных мы их снимаем. Так, все, дальше вяжем аналогично, как и вязали вот по левой полочке. Все то же самое, 10 убавочек. И дальше свою высоту, да, у меня это целый раппорт узора. Сформировала я вторую половинку, это у нас получается правая полочка, да.
горловинка, также 10 убавочек у меня, и далее провязала на высоту одного раппорта, остановилась на 30 ряду. С 31 ряда я формирую скос плеча, формируем по лицевой стороне, то есть будем разворачиваться по лицевой стороне. Если на левой полочке мы разворачивались по изнаночной стороне, то здесь по лицевой. Итак, провязываю 31 ряд по схеме узора, не довязывая 9 петель, то есть до крайнего маркера. Разворачиваюсь на изнаночную сторону, делаю накид, провязываю до конца ряда. И следующий уже ряд мы вяжем просто лицевыми петлями. То есть узор мы с вами закончили вывязывать, раппорт узора. Вяжем до второго маркера, разворачиваемся, делаем накид, вяжем до конца ряда. И также провязываем в следующем ряду все петли лицевые до последнего маркера. Развернулись, сделали накид, довязали до конца. Только, девочки, не забываем, вот здесь у нас крайние петли у горловины. Мы в лицевом ряду их провязываем лицевыми, в изнаночном ряду мы их просто снимаем. Закончила вязать я скос плеча, развернулась 3 раза. После последнего разворота провязала изнаночные и перешла к началу ряда. Теперь, девочки, вяжем корректирующий такой ряд. То есть по лицевой стороне мы провязываем все петли и прячем накиды, которые мы делали при развороте. Это вот, как я его называю, корректирующий ряд. Провязываем до конца ряда все петли лицевыми. Затем я разворачиваюсь и провязываю еще один изнаночный ряд для того, чтобы мне откорректировать количество рядов. Посмотрите, если мы по левой полочке с вами начали разворачиваться с 32 ряда, то здесь на правой полочке мы начали развороты делать с 31 ряда. Поэтому у нас как бы не хватает в общем количестве одного ряда, поэтому я провяжу еще один лицевой изнаночный ряд и вернусь на начало вязания. Итак, вяжем от начала вязания до вот первой точки разворота. Вот у меня остается накид. Вот до этого накида мы с вами вяжем петли. Так, вот я довязала до точки разворота. Это у меня накид. Теперь я должна провязать 2 петли вместе. Лицевой петлей закрыть накид. Для этого я разворачиваю петли правой стеночкой к себе. Накид у меня уже развернут правой стеночкой. Петлю разворачиваю, возвращаю на спицу, возвращаю на левую спицу и накид и провязываю их вместе. Все, петля закрыла накид. Дальше вяжу до следующей точки разворота. Так, довязала, накид, переснимаю на правую спицу. С левой спицы лицевую петлю разворачиваю, накид возвращаю на левую спицу и провязываю эти 2 петли вместе. Все. И до следующей точки разворота вяжу, то есть до следующего накида провязываю все петли лицевыми. Узор у нас уже закончился. Так, вот у меня последняя петля, накид, снимаю, петлю разворачиваю, вместе с накидом возвращаю на левую спицу и провязываю их вместе. Все, дальше я вяжу до конца ряда лицевыми петлями. Следующий ряд провязываем изнаночными петлями. И все, на этом мы с вами закончим вывязывать половинку. Все, петельки мы с вами разворотные закрыли. Все разворотные петли у нас закрыты. Так, девочки, все, довязала изнаночную сторону. Все, остановилась на лицевой стороне. Теперь я обрезаю ниточку, оставляю кончик для того, чтобы мне сшить петли плеча. Скинула на булавочку. Все, то есть передняя часть у меня практически готова.
Теперь, девочки, переходим на спинку. Снимаем петли спинки с дополнительных спиц или со вспомогательной нити на основные спицы. Все. И вяжем вверх. То есть у нас получается, мы должны отвязать еще, вот у меня 2 раппорта. Я останавливаюсь на 31 ряду. И далее буду делать также скос плеча по спинке. Закончила вывязывать спинку, провязала 2 раппорта в высоту, остановилась на 32 ряду. Так, девчата, смотрите, теперь я вывязываю скос плеча так же, как и по передней части. Отметила справа по 9 петель маркером, 9 петель маркер, 9 петель маркер, 9 петель маркер. И также отметила слева по 9 петель. Сейчас движемся следующим образом. Идем по изнаночному ряду, вяжем все петли изнаночные, это у нас 32 ряд, не довязывая 9 петель, то есть вяжем до крайнего маркера. Разворачиваемся на лицевую сторону, делаем накид, по лицевой стороне вяжем все петли лицевыми до крайнего маркера. Развернулись на изнаночную сторону, сделали накид. Вяжем по изнаночной стороне до 2 маркера. Развернулись по лицевой до 2 маркера. Развернулись, накид по изнаночной стороне до последнего маркера. По лицевой делаем накид. Вяжем лицевыми до последнего маркера. Далее разворачиваемся на изнаночную сторону. Делаем накид. И вяжем все петли изнаночные. Доходим вот до разворотных петель и закрываем их петлей, рабочей петлей. Так же, как мы с вами поступали и при вывязывании левой половинки. То же самое. Затем разворачиваемся и провязываем еще 1 ряд лицевой. И по второй стороне закрываем эти накиды. Все то же самое, что мы с вами делали вот с полочками. С левой полочкой и с правой полочкой. Так, девчата, все, закончила я вывязывать скосы плечей. Вот у меня плечики. Вот они скосы, да? Я так думаю, что хорошо, в принципе, видно. Так, теперь смотрите, что я делаю дальше. Я дальше буду сшивать петли плечей. Левого плеча и правого плеча. Сшиваю я методом петля в петлю. Кому интересно, ссылочку я вам оставлю в описании под видео и оставлю подсказку. Мне очень нравится этот метод, потому что шов получается незаметный. В принципе, вы можете сшивать любым удобным для вас способом, либо просто закрыть петли и потом шить по изнаночной стороне. Так, смотрите, здесь у меня было 47 петель на плече. Вот эти вот крайние 3 петли, 2 из которых мы вот пустили на формирование края горловины, и плюс еще 1/3 петелька, я их переснимаю на маркер. Можете переснять на дополнительную нить с одной стороны и также сделать с другой стороны. И потом мы с вами с помощью этих петелек оформим вот край со стороны спинки. Вот этот вот краешек шнуром айкорд, да, чтобы было так более-менее красиво и эстетично. То есть у меня осталось 44 петли. Я беру маркер, отсчитываю 44 петли, вешаю маркер с одной стороны, также 44 петли, маркер с другой стороны. Все. Теперь переснимаю петли передней полочки на спицу и сшиваю методом петля в петлю. Итак, вы обрабатываете, соединяете как вам любым методом, который вам более подходит. Так, сшила плечики, все в порядочке. Так, одно плечико, второе плечико. Сейчас сразу перейдем к обработке горловины по спинке.
И затем уже будем переходить с вами к рукавчикам. Так, девочки, для того, чтобы сделать мне шнурочек, я беру 2 чулочные спицы. У меня вот такие коротыши, номер 4. Петли спиночки я перекинула на основные спицы. Так, берем нить, присоединяем и начинаем вязать. Первые 2 петельки со спицы мы провязываем лицевыми. Третью петлю мы снимаем и поднимаем вот из этого промежутка, где мы соединяли 2 полочки, спинку и перед, нам поднять нужно где-то 2 петельки, чтобы не было дырочки. Вот я поднимаю одну петлю и протягиваю ее через снятую. Вот, все. Теперь что я делаю? Смотрите, я передвигаю петли на спицы на переднюю часть, то есть в начало вязания. И снова провязываю первые 2 петли. Первые 2 петельки провязала, третью сняла. И поднять мне нужно еще одну петлю. Здесь смотрите, чтобы как бы вам удобнее было, где хорошо бы они смотрелись. Так, вот, провязала петельку и протягиваю ее через петлю, которую снимала. Все. Есть. Опять передвигаю. Провязываю первые 2 петли. Так, аккуратненько. Третью петлю снимаю. Провязываю петлю уже. Перехожу на спинку. Петлю. И протягиваю ее через снятую. И так далее. Итак, мы движемся, девочки, по всем петлям. И доходим вот до полочки, до передней части. Так, девчата, можно немножко облегчить себе задачу. Вот после того, как вы провяжете вот здесь вот дополнительные петельки, поднимите, да, вместе, то есть по линии плеча. Потом можно работать всего вот 2 спицами. То есть мы, смотрите, вот я сейчас протянула петельку, и вы их просто возвращаете, чтобы не использовать в работе еще одну спицу. Вернули 2 петли вместе, 2 петли провязали первые лицевыми, третью мы просто снимаем, четвертую провязываем и протягиваем через третью петлю. Все, вот видите? Так, теперь пошли дальше. Возвращаем их снова на спицу, на левую. Первую провязываем, вторую провязываем, третью снимаем, четвертую петлю провязываем и протягиваем через снятую. И снова потом возвращаем эти 3 петли на левую спицу. Я думаю, что так будет удобнее, да, чем работать 3 спицами. Ну, смотрите, кому здесь как будет удобнее. То есть изначально, конечно же, придется использовать 3 спицы, а когда вы перейдете уже на петли спинки, можно использовать всего 2 спицы. Ну все, девочки, смотрите, вот какой красивый краешек у нас получается. Вот у нас по изнаночной стороне и по лицевой. Все, вяжем и уже будем соединять наш шнурок. Так, девочки, закончили формировать шнурок по петлям спинки, и плюс еще дополнительные петли вот здесь вот на линии плеча. Все, смотрите, у меня на рабочей спице 3 петельки, так и остается. И со следующего маркера, который мы по переду, да, снимали, на маркер петли, я перенесла их также на спицы. Сейчас просто что мы делаем? Мы сшиваем вот эти петли, 3 петли на одной спице, 3 петли на другой спице методом петля в петлю. Так, все, девочки, вот здесь я шила 3 петельки. Всю ниточку закрепляем на изнаночной стороне. И все у нас готово. Вот так вот выглядит наш шнурочек по спинке. Так, девочки, обвязали мы горловинку. Вот она,
у нас как выглядит. Такой более плавный переход получился. Я думаю, что ниточки заправим. После влажно-тепловой обработки можно заправить. Все. Теперь переходим к вывязыванию рукава. Для подъема петель по пройме я использую спицы 3,5. Длина лески у меня 50 сантиметров. Очень интересный способ подъема петель из двух кромочных. То есть 2 мы поднимаем петли и 3 петля дополнительно. Смотрите, но здесь мы будем поднимать не из самих кромочных, а будем поднимать за дужки кромочных, вот за левые дужки. Итак, я ввожу, вот у меня первая петелька была, да, вот она. Я ввожу на ряд ниже, чтобы мне закрепить нить. И пошли. Вот у нас следующая кромочная. Я поднимаю стенку кромочной, которая лежит ближе ко мне, и провязываю петлю. Поднимаю следующую стеночку, провязываю петлю. Итак, 2 петли у меня уже я подняла, и мне нужно поднять 3 дополнительную, а 3 петля будет за вторую стеночку из этой же кромочной. Вот таким образом. То есть 3 петли я подняла. Следующая стеночка следующей кромочной, то есть левая стеночка здесь получается. Следующая петля кромочная, левая стеночка, и за правую стеночку еще 3 петельки я подняла. И дальше 1 кромочная, 2 кромочная, и за правую стеночку второй кромочной петли еще 3 петли. Вот таким образом я буду поднимать петли. То есть это такой новый способ. Я о нем узнала недавно и решила его использовать. В принципе, девчата, вы можете поднимать петли любым удобным для вас способом. Я обычно поднимаю петельки вот из ряда. Кто смотрел мои видео предыдущие по футболочкам, я поднимаю петли из ряда под кромочными шагом. 3 петельки поднимаю, 1 пропускаю. 3 петли поднимаю, 1 пропускаю. Дальше, следуя этому методу, мы поднимаем петли по всей пройме. Но есть момент. Вот здесь у нас будет вот линия плеча. И вот здесь, с этой стороны, мы будем поднимать немножко по-другому. Дошли до линии плеча. И от линии плеча уже мы будем немножко по-другому поднимать. Почему? Потому что, смотрите, у нас здесь кромочная петля развернута к нам. Если от начала подъема петель у нас кромочная была развернута наоборот, вверх, то здесь она идет как бы, то есть от нас, да, то здесь она развернута к нам. И здесь мы будем уже поднимать также по правилам за левую стеночку. Только здесь у нас петля, посмотрите, как расположена. Здесь у нас сначала идет повернута к нам правая стенка, а затем левая. Так вот, и чтобы у нас все было красиво, мы поднимаем сначала за, смотрите, за левую стеночку. 1 петля, следующая петля. За левую стеночку, и дополнительную петельку будем поднимать за правую стеночку кромочной петли. Следующая петля, левая стеночка, 2 петля, левая стеночка, и дополнительная петля будет из правой стеночки. И вот такой вот ровненький краешек, видите, у нас получается. Все, и таким образом поднимаем петельки до конца проймы. Вот здесь вот 1 петелька еще будет дополнительная. Затем я отвязываю манжету. У меня это резиночка 1 на 1, лицевая скрещенная, изнаночная. Закончила я
с рукавчиками. Все у меня готово. Вот как это выглядит, девочки. По лицевой стороне. Вот как выглядит по изнаночной стороне. Ну и, конечно, многие спрашивают, как выглядит это под мышкой. Ну, у меня выглядит это вот так. Вот, смотрите, да? Вот. Все прекрасно, никаких дырочек нет. Так, девочки, все, теперь футболочка наша готова. Прячем кончики и можно отправлять по душ, да, или на влажно-тепловую обработку. Я уже провела влажно-тепловую обработку, если вы обратили внимание, да, полотно у меня вот разгладилось. Все хорошо, все мне нравится. На этом я заканчиваю свой мастер-класс по вязанию данной модельки. Вяжите, делитесь своими работами. Нам будет очень приятно посмотреть на ваши изделия. Надеюсь, мастер-класс оказался для вас полезным. Кто-то из новичков подчеркнет что-то новое для себя. Всем дружных спиц, веселых петелек, творческих успехов. Вяжите с любовью, носите с удовольствием. Пока-пока. До новых встреч!